Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о нашей Гюльфем. Вот вроде вчера мы о ней уже разговаривали, но это была ее история любви. А кто она на самом деле? Существовала ли она в реальности? Почему она смогла устоять перед Хюррем и остаться в жизни Сулеймана до самой смерти? И за что ее казнил Сулейман? Итак, Гюльфем родилась предположительно в 1497 году, умерла в 1568. Она появилась в жизни Сулеймана еще когда он был шахзаде, раньше Хюррема Мехидевран. Гюльфем, несомненно, существовала в реальности, но о том, что она была или не была наложницей султана, идут большие споры, так как она указана в гаремных книгах как Хатун и не записана как мать наследника. Отсюда и идут споры. Но то, что у девушки и у Сулеймана были отличные отношения, это было известно из их писем. Они общались легко и непринужденно. Гюльфем была умной и хитрой. Именно ее спокойствие и дальновидность помогли остаться не только в гареме, но и в сердце Сулеймана до самой смерти. Ни Хюррем, ни Махидевран не смогли полностью затмить Гюльфем. Сулейман никогда не забывал о своей подруге. Он дарил ей самые дорогие и экзотические подарки и относился с уважением. К сожалению, до наших дней дошло мало информации о этой девушке, и точно сказать, какого она рода, откуда и так далее сложно. Но предположительно ее относят к польскому или сицилийскому происхождению. Имя, которое она носила до гарема, могло быть Рассалина. В книгах гарема отец девушки записан как Абдулла, что значит христианин, которого обратили в исламскую веру. Следовательно, она могла быть тоже, как Хюррем, дочерью священника. Но по другим данным есть упоминание, что она могла быть турчанкой или дочерью албанского бея. Ее имя было Айше. У девушки был сын Мурат, который скончался в 8-летнем возрасте от оспы. Удар для Гюльфем был очень силен. Это была практически самая основная причина, почему она встала в сторону на тропе борьбы за султана. Историки утверждают, что борьбы между Хюррем и Гюльфем не было, они очень хорошо общались. В сериале мы видим, что всех своих соперниц Хюррем отправляла из дворца, и только Гюльфем всегда была рядом с Сулейманом. Но есть история, которую из уст в уста передают потомки Хюррем. Они рассказывали, что Сулейман решил порадовать своих любимых женщин, и чтобы их не разделять и показать, как они ему важны и дороги, он привез им духи одного и того же запаха. Хюррем сочла это за оскорбление. Она разбила флакон духов и уверяла Сулеймана, что он поступил неправильно, тем самым сделав ей очень больно. Гюльфем отличалась сдержанностью. Именно это помогло ей не конфликтовать с Хюррем. Из-за того, что Гюльфем не конфликтовала и вела, по мнению султана, достойную жизнь, он ее ценил и уважал. После смерти Хюррем именно у нее нашел успокоение султан Сулейман. Он плакал на ее руках и практически каждый день звал в свои покои. Проникшись такой скорби, Гюльфем хотела сделать подарок султану и решила построить мечеть втайне от него, а потом подарить султану, когда мечеть будет готова. Но, к сожалению, у нее не хватило денег, и ей решила помочь девушка из гарема, которая ее и подставила. Она хотела выкупить ее право на хальвет с султаном и пойти вместе с Гюльфем. Женщина согласилась и отдала свое место. Когда Сулейман увидел перед собой другую, он спросил, что случилось, и девушка рассказала, что Гюльфем продала свою очередь на хальвет. Султан был в бешенстве и кричал, как она смеет продавать мою любовь. Гюльфем, ничего не зная о скандале, встретила палачей в своих покоях. Ее задушили. После казни Сулейман узнал правду о сюрпризе. Горя не было предела. Сулейман казнил тех немых, которые убили Гюльфем, и горевал не один день. Но есть предположение, что после всех этих трагедий он нашел женщину, которая смогла утешить его. Она была похожа на Хюррем, рыжие волосы, улыбчивая. Именно этим успокаивался Сулейман. Но девушка побыла недолго в качестве наложницы. Сулейман умер, а девушку увезли в старый дворец.
где она и доживала свои дни. Не переключайтесь, сейчас мы с вами посмотрим интересный момент из сериала. А я хотела вам напомнить, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не потерять с нами связь. С нами будет еще интереснее. Госпожа, повелитель ждет вас. Боли сейчас нет, отец? Вы хорошо себя чувствуете? Неплохо, хвала Аллаху. Прежде праздники были другими. Все были так счастливы тогда. Прости. Мне давно не дает покоя один вопрос, Сюмбюляга. Ты стал свободен, но захотел остаться во дворце. Почему? Этот дворец стал моим домом, моим очагом. Я задыхаюсь в этом дворце. Смерть Гульфем Хатун, похоже, тебя сильно потрясла. Но я-то догадываюсь, что той ночью произошло. Если трудно в себе держать, поделись. 1562 год. Повелителя смерть. Шахзаде Байзета действительно повергла в печаль. Однако, почему ты сомневаешься, что повелитель скорбит? Ну, конечно, скорбит, конечно. Я вижу, ты уснуть не можешь. Отец, который детей погубил, должен жить в муках. Байзета, ты отправил в руки злодея. Оставил его на милость брата. Все беды, выпавшие на нашу долю, произошли по твоей воле. Смотри, смотри, ведь на твоих руках кровь. Что ты делаешь, Хатун? Повелитель, все в порядке? Хоть ты и молчишь о том, что случилось, но глаза твои говорят за тебя. Мне ясно, отчего у тебя душа неспокойна. Валиде. Ты меня убить хочешь, не так ли? Немедленно сними корону, Хюррем, и больше никогда не надевай. Кто ты, чтобы передо мной так появляться? То, что ты вышла замуж за моего сына, еще ничего не меняет, Хюррем. Ни твоего положения, ни твоей сомнительной доли. Вы справедливы ко всем. Почему не ко мне? Как вы обращались со мной раньше? Всегда меня принижали. Но я, несмотря ни на что, готова протянуть вам свою руку.